Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим сегодня новый расклад Таро для мужчин. Пауза или конец отношений. Как всегда, загадывайте женщину, настраивайтесь на расклад. И для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Итак, смотрим, какая сейчас у вас жизненная ситуация проигрывается. Знаете, у вас сейчас какой-то очень непростой период, когда хочется, знаете, вот какое-то состояние, ну хочется просто сбежать на край света. Вот нерешенная ситуация с женщиной. Эта женщина вам, в принципе, очень нравится, либо же вы ее любите, да, вот даже те, кто расстались, может быть, вот до сих пор вы ее еще любите и не можете забыть. Этой женщине вы давали деньги, давали их регулярно, да, кто-то содержал, может быть, подарки. Вы хотели с этой женщиной построить либо же отношения стабильные, либо семью, да, вот, ну, прожить счастливо, долго и счастливо до конца дней своих, да, и умереть в один день, вот как в сказках это бывает. Женщина довольно красивая такая, ухоженная, женщина, знающая себе цену, она очень любит застраивать других, вот. Женщина, вот почему-то она у меня ассоциируется с весной, да, вот она красивая такая, вот моложавая, в принципе, женщина, ну, по крайней мере, моложе, чем вы. Может быть, проигрываться блондинка, да, вот длинноволосая, стройная такая. Вот она очень любит, когда ну, весь мир просто крутится возле нее, когда все желания исполняются. Вот такая вот, знаете, любит красоваться. Она, в принципе, хорошо выглядит и любит, чтобы не восхищались. Вот, знаете, нарцисс такой вот. Так. С этой женщиной, да, у вас, скорее всего, либо же конфликт произошел, либо же разрыв. Вы такой довольно властный, вы серьезный мужчина, очень непростой. Знаете, в некоторых моментах, может быть, вы даже жестким можете быть. Но с этой женщиной почему-то вот, ну вы знаете, как, ну вот на колени готовы были стать перед ней, просто вот преклонялись всецело, несмотря на то, что вы сильный, да, и морально, и духовно вы сильный. Вы настолько вот ее боготворили, ну, как-то, что она просто весь мир затмила просто. Вот собой, вот своей красотой, да, вот фигуристая и так далее. Вы потеряли голову, ну, напрочь потеряли. И постепенно у вас, да, у вас начали портиться отношения с ней. Женщина, которая начала все чаще конфликтовать, может быть, придираться к вам, да, и вы уже начали задумываться о том, чтобы просто расстаться с ней. Произошла, может быть, ситуация, которая вот поразила вас в самое сердце. Вот ситуация, которая, ну, вы даже в кошмарном сне не могли подумать. У каждого это своя, конечно, проиграется проблема. Ну, скорее всего, как правило, это измена. Это касательно вот вранья какого-то серьезного, либо же измены. Вот у вас что-то приблизительно произошло, когда ваша жизнь кардинально поменялась, да? Но несмотря на это, вы не можете забыть свою женщину. Да, у вас вот разрушение на дне колоды. Произошло разрушение ваших каких-то вот планов, да, ваши мечты разрушены. Вот эта ситуация разрушила все. Когда, знаете, вот, ну, рухнули все планы, все жизненные планы. Может быть, вы мечтали, да, кто-то жить с женщиной. Может быть, вы мечтали там купить квартиру, куда-то поехать, еще какие-то совместные именно планы, да. Она убила и разрушила все вот каким-то своим либо же поступком, да, может быть, сказала что-то, что вас убило наповал. Может быть, сделала, да, у каждого по-своему будет. Ну, то есть рухнул мир просто с некоторых пор у вас. И несмотря на это, вы вот, ну, знаете, вот холите, лелеете идею, все равно вот вернись, я все прощу. Вот есть такие мужчины, да, вот я даже по комментариям иногда вижу, я читаю все ваши комментарии, я думаю, вы заметили, да, я хотя бы смайлик, но я оставляю. Ну вот есть такие мужчины, да, я никого не осуждаю, это личное дело каждого. Но вот есть такие, да,
которые вот готовы простить все. Вот их женщина предала, там, допустим, бросила, там еще как-то там оскорбила, либо унизила, и мужчины готовы, да, вот пусть только она подойдет, пусть она первая сделает шаг, там, извиниться, либо еще что-то. Вот как бы я не буду, но я готов с ней поговорить, я готов простить ее, да, вот в таком плане. Меня, конечно, это немножечко удивляет, да, вот как особенно предательниц можно простить. Вот напишите в комментариях, вы готовы простить предательницу или нет, особенно если вам изменили. Потому что вот я всегда, да, во многих видео своих говорю, что, ну, если вам изменили один раз, скорее всего, вам изменят и второй, и третий, и пятый, и десятый, да, вот, ну, попадется там еще какой-то там мужичок, который ей понравится, либо денежный, там еще чем-то завлечет, да. Ну, то есть, ну, нет смысла плыть, как говорят, да, вот с женщиной, ну, это относительно отношений, да. Какой смысл плыть с человеком, если маленький ветер, да, небольшие волны, то а как же тогда плыть с человеком, когда начнется большой шторм? Если вы не можете с человеком быть, вот пережить какие-то мелкие неприятности, проблемы, да, вот как можно быть с человеком потом, когда вылезут какие-то серьезные проблемы, да? Если вы не можете пережить маленькую бурю, то в шторм, конечно, вы уже не поплывете. Вот и с этой женщиной. Вот она, получается, вы уже даже шторм с ней пережили, а вы готовы вот унизить себя, да, вот наступить на свою, как бы, ну, я не знаю, на свое я, да, на свое самолюбие, на свою гордость, и вы готовы это все простить, и снова вы готовы войти в новый шторм, потому что штиля не будет, поверьте. Да, он может быть первое время, пока вот, допустим, люди вот сходятся, этому масса примеров, ну масса просто. Когда люди даже после предательства, допустим, сходятся, да, поначалу вроде бы все хорошо, замечательно. Но опять же, это поначалу, это первое время только. Потом все становится на круги своя, и женщина будет прежней. Если вы ссорились, она снова будет с вами ссориться. Если она изменяла, она точно так будет изменять. Ну, законы природы, что ли, вот законы жизни, я не знаю, назовите как угодно. Вот как-то так повелось, что, ну, люди довольно часто одевают маску, особенно в отношениях. Вот довольно часто, просто ради своей выгоды. Вот она помирилась, допустим, с вами после измены. Да, первое время она маску поносила, такая вся хорошая, белая, пушистая, я больше не буду и все такое. Дальше все пойдет на круги своя. Потому что, дорогие мужчины, если вы не знаете, что вот если вы сходитесь со своей женщиной, вы возвращаетесь в ту точку, из которой вы разошлись. То есть отношения, вот эти вот ваши споры, ссоры, проблемы, они ведь никуда не деваются. Они остаются, вы их помните. Это все болит. Все равно это вы помните, понимаете? Вы ведь вернетесь не в начало ваших отношений, когда все было чисто и замечательно, а вы вернетесь в ту точку, когда вы разошлись. Поэтому это, конечно, ваше личное дело, но я противник того, чтобы вот сходиться именно после предательства. Ведь проблемы бывают разные, да, люди могут разойтись по разным причинам. Но вот именно после предательства я большой противник, чтобы сходиться, потому что, ну, все станет на круги своя. Ну, рано или поздно, ну, поверьте. Поэтому, прежде чем сходиться с женщиной, ну 100 раз подумайте, а нужно ли вам снова, вот вы, понимаете, когда вы сходитесь, вы снова плывете в бурю. Вот вы осознанно плывете. Сначала, да, вы садитесь, штиль будет, да, там, ну, небольшой ветерок, небольшие волны, да, грубо говоря. Там, может быть, небольшие конфликты бытовые, там что-то, терки, споры. Но все равно вы войдете в бурю, да, если она предала, она предаст второй раз. И вы снова будете в буре. А вот просто задайте себе вопрос, хотите ли вы повторно, да, вот второй раз пережить те же ощущения, что вы пережили, когда вы расходились, то унижение, ту боль ужасную, дичайшую боль, когда вас предали, и вы узнали об этом, да, вот хотите ли вы или нет, ну вот сами себе просто скажите, вот.
И тогда все очень понятно становится, да, вот готовы ли к этому или нет. Потому что я, судя по раскладу, я вижу, что некоторые из вас, ну пусть глубоко-глубоко в душе, но все равно, пусть 1%, но вы готовы помириться. Вот если она придет, повинится, да, вот. Ну, я считаю, это не стоит делать. Конечно, это каждый решает. Я не вправе никому ничего навязывать, но это чревато, поверьте. Итак, давайте все-таки посмотрим же, пауза или конец у вас. Вот все-таки, знаете, не хочу никого обижать, но, скорее всего, это конец в ваших отношениях. Вы можете на какой-то небольшой период помириться, да. Это то, что я говорила, в принципе, тоже в раскладе и выпало. Вы можете на какой-то период вот помириться, да, вот очень четко вот говорят вот эти две карты, да. Когда вот карта Солнца у нас выпадает, вроде бы все хорошо, вот да, она вся такая красивая, распрекрасная, вы все тянете в дом, так же, как и раньше. Все вроде бы налаживается, но в итоге все равно вы уходите. Понимаете, вот. Тут не нужно быть и тарологом, но очень четко вот видно по этой карте. Снова разбитые чувства, и вы уходите. Причем уходите по доброй воле, вы так решите. Вот если вы сойдетесь с этой женщиной. Поэтому, дорогие мужчины, подумайте 100 раз, хотите ли вы этого, чтобы снова во второй раз уйти, да? Да, вот женщина, посмотрите, она довольно агрессивная. Вот она очень любит деньги, посмотрите, вот. Ну, каждая карта говорит сама за себя. Она любит мужчин, она любит деньги, она радуется, когда у нее вот сытая вся жизнь в шоколаде. Вот она любит, когда у нее комфорт. Хотя, казалось бы, да, любой человек любит комфорт, но это женщина, но все-таки для нее деньги очень важны. Вот очень важны, вот вы ей давали деньги, она ведь такое и осталась. Она будет с тем, кто ей дает деньги. И, скорее всего, ну, лучше не сходиться с таким человеком, потому что, ну, вы все равно уйдете. Причем уйдете вы, понимаете? Поэтому решайте сами, думайте сами. Ну, дважды в одну реку, как я уже говорила, да. Ну, лучше не входить, потому что все равно вода будет другая. Да, река та же, но вода-то будет другая. И та трещина, которая была, но она ведь никуда не девается. Да, можно склеить чашку, но ведь останется трещина. И как ее не полируй, все равно она не будет новая, она не будет красивая. Поэтому решайте сами, как вам дальше жить. Каждый сам ответственен за свою жизнь, за свою судьбу. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!